Привет, это Технозон. Сегодня у нас очередной выпуск про говнобоксы, вернее про боксы, которые ни при каких раскладах покупать нельзя. И попал к нам сегодня в руки вот такой вот T10 Pro. И казалось бы, конфигурация у бокса-то просто идеальная. 4 гигабайта оперативной памяти DDR4, 64 гигабайта хранилища, iMlogic S905X2 процессор, есть root, то есть можно прикрутить автофреймрейт, и мало того, мы его даже прикрутили. Но давайте разбираться по порядку. Давайте для начала мы его распакуем прямо на камеру. Я не буду тратить время на распаковку, на боксы, которые не заслуживают нашего внимания, поэтому выпуск будет очень-очень быстрый. Бокс достаточно симпатичный, хотя и выглядит абсолютно стандартно. Такой вот себе квадрат, у которого есть разъем под TF-карты, есть USB 2, USB 3, вот такие вот разъемчики. Все очень круто, есть аудио-видео, есть полноценный SPDIF, есть LAN RJ45, но при этом на 100 мегабит. И это Pro-версия на 100 мегабит. Подождите, мы сейчас вернемся, почему я так акцентирую внимание на 100 мегабитах. Есть HDMI, есть у нас разъем питания и все. В принципе, сзади усеяно диффузорами охлаждения. Спереди у нас есть цифровая панель с часиками. Все красиво должно работать, все очень супер. Мы прикрутили автофреймрейт. Температурные режимы просто шикарные, но не все так хорошо в нашем царстве и государстве. Поехали дальше. Посмотрим, что же в этой приставочке тоже есть. Казалось бы, столь хорошая комплектация, вернее, столь хорошая конфигурация самого бокса должна подразумевать под собой, ну, хоть какую-то более-менее интересную комплектацию. Но получилось так, что нам всунули вот такой вот пульт. Это говнопульт, всем нам известный, который имеет просто ряд программируемых кнопок и все. Это вся его прелесть. Есть стандартный блок питания 5 вольт 2 ампера и HDMI кабель, притом no name, даже без какой-либо маркировки на самом кабеле определить, что это за кабель, у меня не получилось. Коробочку отправляем подальше, она нам в ближайшее время не пригодится, но вернемся к этому чуду T10 Pro. Для начала я включил сеть. Ну ладно, там LAN RJ45 на 100 мегабит. Мы начали его тестировать, в принципе, думаю, да, ну и были Микулы KM3, KM9 Pro, у которых 100 мегабит порт, но Wi-Fi выдавал там эфемерные какие-то от 200 до 300 мегабит. И действительно это все работает круто. Но мы все установили. Прикрутили автофреймрейт. Ну, вот картиночка вам, действительно, автофреймрейт поднялся, работает корректно. Все бы хорошо. Но когда я его привез в нашу студию, я отключил, само собой, LAN RJ45, подключил его на тестовый стол, включил камеру и начал снимать обзор. Вы знаете, очень объемный обзор сначала получался, все хорошо, пока мы не дошли до теста скорости. Тест скорости показал у нас пресловутые 6 мегабит на загрузку и не помню сколько, от 10 до 20 или до 30 мегабит на выгрузку. Я перепроверил подключение. Я думал, что подключилось 2.4 и что-то не так с настройками роутера, и это оказался 5 ГГц Wi-Fi. Мы остановили съемку, отложили этот бокс на определенное время, достали еще 3 роутера, у нас лежат в загашнике. Первый это Xiaomi Mi Router 4, второй Xiaomi Mi Router 3G на прошивке Padawan и Tenda AC10. Я их забрал к себе в домашнюю студию и тестировал. Так вот, я вам далее в видео покажу, обязательно покажу, что у нас получилось, но ни на одном из простых роутеров эта коробочка не выдавала на 5 ГГц больше, чем 6 мегабит на загрузку. Ну, Mi Router 3G показал 7 мегабит на загрузку на прошивке Padawan. И не показала больше, чем... Сколько там, 20-30 мегабит на выгрузку, но это уже не важно, потому что на таких скоростях данная коробка не работает. Казалось бы, некоторые из вас скажут, ну и хрен с тем, 5 ГГц, есть LAN RJ45 на 100 мегабит. Но я сильно сомневаюсь, что вы сможете им воспользоваться, потому что эта хрень еще и тротлит. При том, что у нее максимальная температура была 60 градусов в тротлинг-тесте, тротлинг был до 40% производительности. В среднем это получилось 78% максимальной производительности процессора. Твою ж мать! Как можно было сделать охлаждение в этой коробке, если вы на iMlogic S905X2 смогли затротлить его до 40%? Это просто трэш. Единственное, что нам удалось решить с Wi-Fi 5 ГГц, это подключить его к таким роутерам, как Tenda AC18 и Tenda AC15 с усилителями сигнала 5 ГГц. И фактически через одну гипсокартонную стену в 4 метрах он у нас показал 50 мегабит на загрузку и порядка 40-50 мегабит на выгрузку. Это максимум, что у нас удалось выжать по Wi-Fi.
И как бы спойлерю сразу, что эта приставка при той цене, которая на нее установлена, кстати, я ссылку специально положу в описании под видео, чтобы вы, когда увидели, как она выглядит на сайтах, вы проходили мимо. Например, если брать тот же Belink GT1 Mini, который стоит такую же цену, то Belink GT1 Mini работает просто на порядок выше. Wi-Fi вы знаете сколько, вы можете посмотреть обзор у нас на канале, я, кстати, обзор положу специально под видео. К тому же к нему прикрутили автофреймрейт, полноценный голос Android TV, и в связке с каким-нибудь хорошим пультом это просто идеальная приставка. К тому же будет на нее еще и видео о разных прошивках, народной прошивке в том числе. И работает это действительно супер. Но здесь это просто трэш. Это трэш, ребята, мы никому не рекомендуем. Но, в общем-то, мы сейчас перейдем к краткому обзору, попытаемся что-то вам показать. Хотя я думаю, что нет смысла, можете бросать и идти смотреть другие обзоры на другие приставки. Но перед тем, как перейти к обзору этого говна, я вам хочу напомнить, что у нас на канале происходят постоянно розыгрыши ценных призов и подарков. На момент съемки этого видео это вот такая вот шикарная NVIDIA RTX 2060. И все условия в описании под видео. Ну а также, чтобы не пропустить все наши дальнейшие обзоры хороших приставок, а также вот таких вот говнобоксов, вернее предостережения от покупки таких вот говнобоксов, советую вам нажать подписаться и колокольчик. Да какой советую? Я настаиваю, чтобы вы нажали подписаться и колокольчик, чтобы это действительно все не пропустить и не попасть, скажем так, в неприятную ситуацию после покупки. Ну и также не забываем наши соцсети: Facebook, ВКонтакте, Viber, официальный канал Telegram и мой личный Instagram, если кому интересно. Но сейчас я даже не говорю хавабанга, ребята, это же бульгум, потому что тут восхищаться точно нечем. Я просто говорю поехали. Итак, давайте же разберемся, что же не так в этом самом T10 Pro. Вроде бы и интерфейс не самый плохой, и даже есть поддержка Netflix в этом Smart TV боксе, и 64 гигабайта оперативной памяти. Но давайте же зайдем с вами сразу же в AIDA 64. В AIDA 64 это iMlogic T10 Pro, 4 гигабайта оперативной памяти, свободной 2300, непонятно чем занято все остальное, 53 гигабайта хранилища доступно из коробки. Центральный процессор это стандартный ARM Cortex A53, iMlogic S905X2 на 1,8 ГГц, 4 ядра. Все бы тоже очень хорошо, и Mali G31 с поддержкой OpenGL ES 3.2, но когда я дошел до сети, я обратил внимание, что модуль Wi-Fi 5 ГГц имеет скорость связи 65 мегабит в секунду. Чтобы вы понимали, хороший модуль имеет скорость минимум 200-240 мегабит в секунду, заявленную скорость соединения. Но здесь мы с вами дальше увидим, какую скорость этот бокс способен выдать на роутере, например, Tenda EC18 с хорошим усилителем. Я вам покажу также, что он выдает на разных роутерах без такового. Конечно же, радует температура, все классно, 44 градуса в простое. Я даже сейчас включу вам специально CPU-монитор. 48 градусов, есть у нас floating window, пожалуйста. То, что здесь нет ни панели навигации, ни шторки уведомлений, все решается очень просто теми программами и по видео, которые есть у нас на канале по шторке навигации и панели управления. Мы все это дело прикрутили и очень сильно радовались то, что у нас даже поднялся автофреймрейт, AFRD так называемый, который тоже, видео о котором тоже есть у нас на канале. Но когда дошло до теста скорости, пошлите сразу тестировать, для того, чтобы мы с вами не занимали очень много времени обзора и сразу же вынесли вердикт по этому чудо Smart TV боксу. У нас Wi-Fi 5 ГГц, вы видели подключенный 5 ГГц, мы можем стартануть. Поехали, начать. У нас пинг 3 миллисекунды, джиттер 2 миллисекунды. И на Wi-Fi 5 ГГц он выдает 45 мегабит на загрузку и 38, до 40 мегабит на выгрузку. Ребят, это максимально, что он может показать на самом хорошем роутере, который у нас есть. Мы это пробовали на Tenda EC18 с усилителем и на Tenda EC15 тоже с усилителем. И многие из вас скажут, не столь уж большая проблема, в принципе-то есть кабель LAN RJ45. Давайте разбираться. Я сейчас перейду. Я специально соскринил тесты скорости с простого роутера. Мы использовали 3 разных роутера. Первый это Tenda EC10, второй это Xiaomi Mi Router 4 и третий это Xiaomi Mi Router 3G с прошивкой Padawan. Ну, поехали. Вот это у нас LAN RJ45. Не дать не взять, 100 мегабит он тянет спокойно. Но чтобы вы понимали, если вы хотите смотреть очень тяжелые торренты онлайн, то это не совсем то, чего хотелось бы.
таком боксе 64 гига и нормальная комплектация, и иметь 100 мегабитный LAN очень, очень обидно. А почему обидно? Да потому что 5 ГГц у нас выдает на простых роутерах вот такую скорость. 6 мегабит на загрузку и 27,6 на выгрузку. Это на Tenda AC10. Когда мы подключили Xiaomi Mi Router 4, то мы получили вот такой вот результат. Немножечко больше, 6,26 мегабит на загрузку и 27,5 на выгрузку. Когда мы подключили Xiaomi Mi Router 3G с прошивкой под WAN, то мы получили вот такой вот результат. 7 мегабит на загрузку, 25 на выгрузку. Ребят, это просто трэш. То есть, если у вас нет лишних $100, чтобы купить, например, Tenda AC18, либо какой-нибудь Wi-Fi роутер с каким-нибудь хорошим усилителем, какой-нибудь Kinetic или что-нибудь еще поинтереснее, то поверьте, этот бокс явно, он не будет работать, даже отдаленно не будет работать. На 6-7 мегабитах вы не сможете нормально посмотреть ничего. Конечно же, есть вариант, что вы подключитесь на 2.4 модуль, и у вас будет 17 мегабит на загрузку и 22 на выгрузку. Это, кстати, один из худших результатов, такой среднячково плохой результат, который я видел на 2.4 ГГц. Не знаю, ребят, у меня сразу же сложилось впечатление, что данная приставка это просто такая легко изолированная приставка для просмотра тупо какого-то контента, который вы можете скачивать на свой жесткий диск. Но, в принципе, мы не можем, конечно же, обойти данную приставку в каких-то тестах. Я могу вам показать CPU Throttling тест для нее, могу вам показать 3D Mark. Она действительно показывает неплохие результаты. Запущу, не знаю, автофреймрейт можем проверить. Он действительно здесь поднялся и работает корректно. Есть суперпользователь, поэтому давайте очень бегло. Throttling тест, поехали. Ребят, понимаете, даже на Throttling тесте я понимаю, что это полный пи***. Леш, запикаешь это потом. Во время Throttling теста она тротлила невероятно до 40% своей производительности. Тоже вообще, то есть в среднем это до 78. При том, что максимальная температура была 60 градусов. Как так? То есть я даже дальше проверять ее не хочу. Куда с этим работать невозможно. Вы загрузите какой-нибудь фильм, торрент, вы его посмотреть не сможете. Даже если будете на сети 100 мегабит. Это просто трешак, ребят. Нет. Это ужасно. Тут не спасет ни наличие автофреймрейта, ни то, что мы прикрутили к нему шторку. Ребят, такого говна я надеялся, что в Throttling тесте он выдаст хотя бы что-то, и у него был бы шанс еще на LAN RJ45 поработать. Даже учитывая то, что у него было 50 мегабит на загрузку и 40 на выгрузку подключено через 5 ГГц Wi-Fi через Tenda AC18, он не смог нормально проиграть 6-гигабитный торрент, вернее 6-гигабайтный, я уже начал заговариваться с этим интересным T10 Pro, 6-гигабайтный торрент, и это для меня трагедия. То есть мы даже не то, что рекомендовать, мы вынесем такой вердикт. Команда Технозон считает, что абсолютно всем следует держаться подальше от такого бокса, как T10 Pro. Я уверен, что никакая прошивка не исправит проблемы с Wi-Fi модулем. Скорее всего, если компания, которая выпускает вот это вот дерьмо, сможет поставить другой модуль, то, возможно, на эту приставку мы обратим внимание. Кстати, пишите в комментариях, если кто-то получил такую же приставку, но с другими характеристиками, с другими показателями Wi-Fi. И, возможно, мы тогда продолжим беседу об этой T10 Pro и сможем на нее поставить нормальную прошивку, и все будет просто идеально. Но на данный момент мы категорически не рекомендуем. Но если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока, ребята.